Травяные чаи для женщин. Укрепляем здоровье естественным путем. Лекарственные растения для женского здоровья, чаи и настои. Женское здоровье – это сложная система, которая требует нежного отношения и поддержки. Одним из самых естественных и доступных способов укрепить организм являются травяные чаи и настои. Они помогают справиться с различными проблемами, от гормонального дисбаланса до улучшения состояния кожи и волос. В этом видео мы расскажем о самых полезных лекарственных растениях, их применении и противопоказаниях. Топ лекарственных растений для женщин – ромашка, шалфей, малина и другие. Среди множества лекарственных растений есть те, которые особенно полезны для женского здоровья. Вот несколько из них. Ромашка аптечная. Известна своими успокаивающими и противовоспалительными свойствами. Она помогает при менструальных проблемах, стрессах и проблемах с пищеварением. Ромашковый чай также улучшает качество сна. Шалфей. Это растение часто используется для нормализации менструального цикла и облегчения симптомов климакса. Шалфей богат фитоэстрогенами, которые поддерживают гормональный баланс. Листья малины – настоящая находка для женщин. Они укрепляют матку, снижают риск выкидыша во время беременности и помогают облегчить боли при родах. Красная щетка. Это растение традиционно используется для лечения гинекологических заболеваний, таких как миома, эндометриоз и воспаление. Крапива двудомная, богата железом и витаминами, что делает ее незаменимой для профилактики анемии и укрепления иммунитета. Эти растения можно использовать как по отдельности, так и в комбинации для достижения максимального эффекта. Какие растения помогают при гормональном дисбалансе? Гормональный дисбаланс – распространенная проблема среди женщин, которая может проявляться в виде нерегулярных менструаций, повышенной раздражительности или проблем с кожей. Некоторые растения могут помочь нормализовать гормональный фон. Шалфей. Благодаря содержанию фитоэстрогенов, он помогает восполнить недостаток женских гормонов, особенно во время менопаузы. Боровая матка. Это растение известно своими регулирующими свойствами. Оно помогает восстановить менструальный цикл и уменьшить воспаление. Красная щетка. Она стимулирует работу эндокринной системы и помогает справиться с гормональными нарушениями. Душица. Обладает успокаивающим действием и помогает снять напряжение, вызванное гормональными колебаниями. Эти растения можно использовать в виде чаев, настоев или добавлять в сборы для комплексного воздействия. Рецепты травяных чаев и настоев для женского здоровья. Вот несколько простых рецептов, которые вы можете приготовить дома. Чай из ромашки и мелиссы. 1 чайная ложка сушеной ромашки. 1 чайная ложка мелиссы. 250 мл кипятка. Залейте растения кипятком и настаивайте 10 минут. Пейте перед сном для расслабления и улучшения качества сна. Настой из листьев малины. 2 чайные ложки сухих листьев малины. 300 мл горячей воды. Залейте листья водой и настаивайте 20 минут. Пейте за 30 минут до еды для укрепления матки. Сбор для гормонального баланса. 1 чайная ложка шалфея. 1 чайная ложка боровой матки. 1 чайная ложка красной щетки. 500 мл кипятка. Смешайте растения, залейте кипятком и настаивайте 30 минут. Принимайте по 100 мл дважды в день. Травяной чай для красоты. 1 чайная ложка крапивы. 1 чайная ложка мяты. 1 чайная ложка листьев смородины. 300 мл кипятка. Залейте растения кипятком и пейте утром для улучшения состояния кожи и волос. Польза травяных напитков для кожи, волос и общего самочувствия. Травяные чаи и настои оказывают комплексное воздействие на организм. Для кожи ромашка и календула помогают снять воспаление и уменьшить покраснение. Крапива и листья смородины насыщают кожу витаминами, делая ее более упругой и здоровой. Для волос крапива и листья березы укрепляют корни волос, предотвращают выпадение и стимулируют рост. Для общего самочувствия травяные чаи помогают снять стресс, улучшить сон и повысить иммунитет. Например, мелисса и мята обладают успокаивающим эффектом, а шалфей и малина поддерживают женское здоровье. Противопоказания и меры предосторожности. Несмотря на всю пользу трав, важно помнить о возможных противопоказаниях.
Аллергические реакции. Некоторые растения могут вызывать аллергию. Перед использованием нового растения проведите тест на чувствительность. Беременность и кормление грудью. Многие растения, такие как боровая матка и красная щетка, противопоказаны во время беременности. Перед применением проконсультируйтесь с врачом. Индивидуальная непереносимость. Некоторые растения могут взаимодействовать с лекарствами или вызывать побочные эффекты. Передозировка. Не нужно злоупотреблять травяными настоями. Даже полезные растения могут навредить при чрезмерном употреблении. Травяные чаи и настои – это натуральный и доступный способ поддержать женское здоровье. Они помогают справиться с гормональным дисбалансом, улучшить состояние кожи и волос, а также укрепить организм в целом. Однако важно помнить о противопоказаниях и соблюдать меры предосторожности. Если вы сомневаетесь в выборе трав или их дозировке, обратитесь к специалисту. Берегите себя и свое здоровье. Благодарю вас за просмотр. Напоминаю, что данное видео имеет только информационный характер. Для лечения необходимо обратиться к врачу. Если вы еще не подписаны, то сейчас самое время подписаться и включить колокольчик. Поделитесь этим видео в социальных сетях. Будьте здоровы и заходите ко мне на канал, чтобы не пропустить новые видео.